Друзья, всем привет! Рада вас очень видеть на своем канале. И сейчас приглашаю вас на прогулку по моему осеннему саду. Сегодня буду возиться, у нас пасмурно. Планирую пересадить клародендрум, но уже в следующем видео покажу вам, куда посажу его. Вот такая вот осень у моей криптомерии крестата, вся в листиках. Глициния начала желтеть. Вот так прекрасно выглядит аукуба. Вот она какие почки заложила, смотрите, шикарные. Вообще беспроблемное растение, такое красивое. Жалко, что еще не все его знают и применяют в озеленении своих садов. Вот сюда подсадила папоротничек. Кот пришел опять на помощь. Так. Вот мой папоротник ферн. В общем, он прям хорошо рванул в грунте. И вот эти листья он уже выгнал у меня. Это новые листья. Осенью кипарисовика, криптомерии. Гейхеры начали уже в свой осенний наряд. У них осенью листики ярче, намного красивее. Вот будет цвести мой... Ой, как же ты называешься, все время забываю. Трипитис. Ну, в общем, садовая орхидея. Будет такой леопардовый. Интересный цветочек. Вот удивительно, что будет цвести осенью. Покажу вам. Смотрите, какой цвет листа у широсаванума, у моего клена. Очень такой вот он, знаете, камера может и не передает, но он стал прямо ярко-оранжево-желтый, такой желточный, красивый цвет. Криптомерия красавица, серама. Колиус. Не люблю, когда колиусы цветут. Не знаю, мне кажется, они тогда вытягиваются, становятся некрасивые. Скоро все пойдут на черенки в дом. А вот какой огромный листик у каллы. Вот моя рука, вот листик. Прямо хорошо себя чувствует. У меня новиночки приобрела. Жду, скоро приедут. Покажу вам потом. Приобрела интересную магонию. Красивый сорт. С таким очень узеньким листиком. Давно за ней охочусь. Когда получу, покажу вам. И еще нандину купила. Видите, какой красивый барбарис. Просто красавец, весь в ягодках. Это штамбовый. Вот сюда хочу посадить магонию, в этот уголочек. О, у нас начинается дождик. Начинают потихонечку клены японские набирать краски. Ну, конечно, не так ярко и красиво, как барбарисы. Вот так красиво смотрится пергола. Продолжают цвести ипомеи. И, видимо, будут цвести, наверное, до самых заморозков. Вон она уже залезла мне на жимолость. И оттуда тоже красные цветочки. Ну и продолжает цвести гибискус. Это просто вообще, смотрите, уже желтенький. Уже осень у него, а он все цветет. Хосты уже начали желтеть. Вот азалия розыли. А вот посмотрите, какие огромные бутоны на моей камелии. Прекрасно вообще выглядит камелия. Давала уже ей подкормку монокалий фосфат. И вот буду на этой неделе вторую делать. И вот так вот что-то съела
скрутила мне ужасно купену. Хочу ее обрезать и прямо завязать в пакет листья и удалить с участка. Вереск цветет. Вот показывала вам, пересадила падуб. Ну, начинают светлеть кончики, но еще, конечно, цвет не набрали. Будем ждать. Криптомерия Рассен. Вся в клематисе. Клематис тоже продолжает цвести. И вот уже как лист на магнолии прямо начал желтеть. Очень, конечно, печально выглядит в этом году. Вот клещ бил его. Война с клещом, но лист подпорчен. И вот смотрите, осень набирает краски сад. Начала краснеть слива-вишня. Красивый цвет листиков. А вот лещина поздно будет менять цвет листа. Она тоже покраснеет, но она до последнего вот пока будет стоять еще зелененькая. А слива-вишня рано поменяла цвет. Гибискус уже. Буду скоро удалять их, обрезать на зиму. Некоторые веточки уже посохли. Некоторые еще так желтенько, красиво смотрятся. Вот как все-таки ярко продолжает смотреться колиус. Помните, я вам показывала магнолию Little Gem. Вот такое место у нее здесь, закрыто от ветра. Гусеница немножечко листик подъела ей. Но здесь место такое на перспективу. То есть она поднимется и будет как раз хороший фон у меня, красиво закрывать. Это ель колючая, Glauca globosa. Вот она, интересно, растет уже ярусами. И очень много почек заложила. Хорошо себя чувствует. Лилии. Лилии тоже еще не пожелтели. Но вот лилии красиво желтеют. Осенью такие тоже желтые стоят, нарядные. Моя галициния на штамбе. Смотрите, как она обняла просто. Мощное растение. А вот здесь зона у меня будет для переделки. Здесь у меня когда-то росла малина. Всю ее выкопала, удалила. Здесь осталась лавровишня. Бересклет. Вот эти вот ретуечки, или я не знаю, может быть, это, конечно, все-таки можжевельник. Нет, думаю, все-таки... В общем, это растение взошло семенами. Почему сказала можжевельник, сейчас объясню. Мы иногда отдыхали в Большом Утрише, и я оттуда собирала вот шишечки, семена реликтового можжевельника. И выбрасывала их как раз на то место, где они взошли. Поэтому иногда сомневаюсь. В общем, вот эта зона будет переделываться. Покажу вам как. Вот уже осень у гиптокодиума. Начали желтеть листики. Но пока нет у нас вот этих красных кисточек, за которые его называют осенней сиренью. Обрезала нижние листики у банановой пальмы. Вот сосна Карстен Винтерголд, видите, такая становится канареечная, красивая. Этот шалфей отсюда буду убирать, пересаживать в другое место. Сюда буду сажать нандину, подсаживать. Вот как красиво смотрится листик у лагерстремии. Он становится такой ярко-красный. Вот камера не передает, конечно, весь цвет. Такой огненный, красавец просто.
А вы видите, скумпия наконец-таки начала набирать цвет. Она очень красивая осенью, невероятная, как пожар, такое дерево-пожар. Очень красивая. Здесь у нее туя колумна. Буду пристригать. Вот хотела фон такой, чтобы было зеленое, потом красное и голубое растение. Здесь уже потихонечку вычищаю. А вот какая красота. Ой, какой невероятный цвет у этой хризантемы. Просто красавица. Создает такое осеннее настроение, конечно. Очень, очень круто. Здесь у меня мискантус розовый, видите? Розовые колоски красивые. Продолжает цвести георгинка. Красивая, много еще новых бутонов. Можжевельник мой красавчик. А вот здесь у меня для живой изгороди рядочком растут туи Европа Голд. Ну, они такие малышки. Взяла их, подращиваю. Видите, как красиво. Солнышко. И дождик срывается такой слепой. Бирючинка ауреа. Не меняет пока свой цвет. Осень на ней не отображается. Вот кисточка гортензии. Вот эта туя Дегрут Спайр. Очень тоже хорошо подросла. Узкоколоновидная туя. Вот не чистила, скоро буду чистить ее. Единственная проблема в выращивании этой туи и одной, и второй, то, что котики мои ее периодически метят. Вот он сидит, стесняется, знает, за что ругаю. Вот поэтому с этой стороны подсадила молочай, чтобы он вырос таким кустиком. И запах хвои, видимо, как-то котов приманивает, не знаю. Я уже для себя поняла, что единственный вариант, вот те растения, которые прямо очень усердно коты метят, только обсаживать какими-то другими растениями и не давать котам подлазить, подходить к этим растениям. Вот с грустью думаю, что скоро надо будет прощаться с каннами в этом сезоне, с клещевинами. Такие фактурные, нарядные. А вот посмотрите фон. У соседей березы. Такой лес. Желтый люблю. Осенью очень люблю. Мне как раз видны эти деревья. Вот мой пенисетум. Видите, у пенисетума уже желтые листики начинают проскакивать, но очень красивый фактурный кустик. Очень красиво сочетается с хвойными растениями и с краснолистными, мне нравится. А вот цветет астрочка. Видите, такая почвопокровная. Вот это одно растение. Вот любит она такие места малоуходные, заполняет хорошо, на дорожку выползает. Да, зизичек. А вот эта скумпия Янг Леди, вот все-таки она не очень хорошо себя, вот эти листики чувствует. Но после обработки строби вот эти листья стали, видите, зеленые, здоровые, а те так и остались в не очень хорошем состоянии. Это туя Зматлик. Тоже вот пора чистить. Мы позже чистим туи. Сейчас они, когда полностью обсохнут, я вычищу. Да, кот? Сидишь зря, уже бы почистил. Лобелия. Лист стал такой темно-сливовый. Вот эта канна у меня в этом году почему-то так и не раскрылась. Достойная, не знаю, что луковица была, может быть, не очень хорошая, клубень. А вот начала желтеть березка Тростдворф. Смотрите, редкий
кадр. Сойка. Не боится. Прямо над головой пролетела. Начал желтеть сирийский гибискус Дюк де Брабант. Вот здесь я подстригла горец. Видите, подстригла, и сразу молодые листья стали яркие. И хорошее растение все-таки для стрижки. Нужно стричь, будет набиваться. Вот руки должны у меня добраться до этой зоны. Поотсаживать все физостеги отсюда. А вот смотрите, фатиния начала краснеть. Красиво. Это карликовая фатиния. Сорт не помню, но вот она, видите, как растет. Я ее пристригаю. Я еще хочу Ред Робин посадить. И еще один сорт заказала. Интересный, очень красный будет лист, такой нарядный. А вот как красиво выглядит кипарисовик нутканский. У него в осень вторая волна роста. Нереально красивое растение. Ой, сойка что-то там вещает. А вот продолжает цвести ипомея, так активно. Цветочки, конечно, очень маленькие, но так как-то благородно они смотрятся, красиво, их много. Но здесь, видимо, самая красота, ее такой интересный листик. Канны мои красивые. Буду показывать, обещала показать, как будем зимовать. У нас тепло, бабье лето. Вчера было плюс 24, поэтому пока я их не убираю. Да, кот, мы еще ими любуемся. Сейчас покажу вам. Здесь уже убирала растения некоторые, многолетники. Горец один обрезала некрасивый. Вот смотрите, вербена бонарская продолжает цвести. Вот она какая молодец. Вот здесь у меня растет афипагон нигер. Черненький. Но вот он уже 2 года растет и подрос. В принципе, значит, все ему тут нормально подходит. Красивое растение. А вот японский клен. Это Emerald Lace. Красивый, начинает потихонечку листик темнеть. Скоро будет уже в своем осеннем наряде. В красивом. Кедр вам свой показываю, ливанский. Глаука пендула. И буду отсаживать барбарис. Здесь у меня красивый барбарис. Red Chief. Посадила его, приткнула. Вот пересажу, покажу. Вот видите лаконос, который сам тут вырос. Конечно, блин, красиво. Блестящие такие ягоды. И вот новая кисть. Читала за него в интернете, пишут, что он не на 1-й год плодоносит. Неправда, он вот как взошел и сразу начал плодоносить. Цветет, плодоносит. Вот опять цветет, уже плодоносит. Сразу же, в 1-й год. И продолжает цвести вигела. Red Prince. Вот магнолия грандифлора. Я ее посадила маленькую, практически с черенка. Делала ей посадочную яму, как для хвойников. И еще добавляла, перемешивала хорошенько сюда сосновый опад, перепревший, потому что они кислотники. Но вот у нее, видите, лист белый. Молодое растение, листик белый. Пока должен быть коричневый. Посмотрим. Вот как цветет горец. Елочка коника. И вот хочу вам показать. Смотрите, скумпия Golden Spirit начала менять цвет. Тоже, конечно,
Пострадала она, грибные были заболевания, я вам рассказывала. Но красивая, яркая такая. И вот к ней в компанию Барбарис Мария еще сильно не поменял цвет, но уже начинает розоветь. Мой кот отдыхает. Да, Зизичек? Наслаждаешься. Тепло, да, хорошо. Помните, плошку показывала вам свою? Смотрите, как разрослись здесь. Проверил, все в порядке. Очетки, каменные розочки. Вот здесь хризантемка скоро расцветет у меня. И вы видите, продолжают цвести гибискусы. Потеплело на улице, цветок, кстати, стал более темный. Лист уже видно, что осень, но все равно цветут. А вон какое яркое пятнышко, бересклет крылатый. Выпущу его, подрастет, будет, кстати, очень красиво, я думаю, цветы такие темного цвета у гибискуса. Еще вон, смотрите, сколько бутонов. Вот октябрь месяц, а он цветет и внутри цветет. О, смотрите, какая красота. Все в цветах. И вот бутоны, и вот лист меняет и продолжает цвести. Купреца ципарис Gold Rider. Красивый. Вырастет, будет большой красивый фон для моих гибискусов. И для бересклета. Даже я не знаю, передаст ли вам цвет. Он просто горит, как огонь. Вот такая красота. Какой красивый. Для осени бересклет крылатый — это просто сказка. И вот моя группа, в прошлый раз вам показывала. Барбарис мой колоновидный, Хелмонт Пилар. Вот здесь живучку подсадила. Молочай. Видите, какой красавец. А вот подсадила два интересных цветочка. Цветочек называется Сисюринхий. Синие будут такие шапочки. Невысокий тропический цветок, тропическое растение. Случайно в группе мне попался. Взяла два цветочка таких интересных. Ну вот, будем ждать, как он расцветет. И, конечно, продолжение цветения у белого гибискуса болотного. Смотрите, да? Конечно, супер. Я не знаю, как я благодарна своим цветам, что в октябре я любуюсь ими. Видите, сколько бутонов. Уже лист реагирует на температуры. Желтый. Вот эту тую буду пересаживать. Когда-то купила две маленьких туечки на распродаже. Что-то рублей по 100 были они вообще, малышки. Мне их как шаровидные в садовом центре дали. Только начинала заниматься садом, еще не вникала. Но вот сейчас по росту я понимаю, что это, скорее всего, смарагд. Поэтому буду их отсаживать. Одну уже пересадила весной. Вторую пересажу сейчас. Показываю вам мушмулу. Мушмула германская у меня. Вот она продолжает зреть. Недавно была в гостях и видела уже большое взрослое дерево этой мушмулы. Очень красиво смотрится, невероятно. Я даже обрадовалась, что у меня именно германская. Шалфей осенний. А вот видите, это мискантус.
зебринус, но это карликовый, невысокий. Вот они такие метелочки у него. Выпустил он все-таки свои метелки. И метелочки такие невысокие. Я вам сейчас покажу чуть позже второй. Здесь тоже растет туя Европа Голд, которая на смену винограду будет мне тут живая изгородь. Это кайзука можжевельник. Вот у кайзука шишки зимой становятся темно-синие в зиму. Контрастно такая зеленая хвоя и очень много темно-темно-синих шишечек. Красивый очень можжевельник. И вот начинают уже краснеть листики у кизильника. Красивый кизильник. Видите, и ягоды ярко-красные, и листик становится ярко-красный. Тоже красивое растение для осени, для зимы. Друзья, конечно, и вовсю продолжает цвести. Видите, какой красивый амарант. Ярко-розовый. Начинает он перекликаться с моими гибискусами. Видите, розовый тоже продолжает цвести. Компания такая розовенькая получилась. Красота, конечно, маленькие цветочки, не сравнить с летом. Но красивые, и они даже как бы не жарко, они не горят, и они такие гофрированные. Очень красивые. Отсюда буду отсаживать. Это будет высокорослый гибискус. Невысокий, небольшие цветы, но красивые. Видите, такая серединка. Буду отсаживать его к реке. Будет высокий, цвести. Здесь он мне пока не очень нужен. Вот цветет кислица. Мне некоторые говорят: ой, убирай скорее, убирай. Ну как ее убирать? Посмотрите, какая красота. Ну вот здесь я мульчирую. Здесь у меня растет гинга белоба. Но она мне абсолютно здесь не мешает. Пусть себе растет. Красиво. Такие микро-микро цветочечки. Темный листик такой резной. Красавица. А вот гинга пожелтела, видите, осень. Осенью это дерево будет ярко-ярко-желтым. Красивое-красивое дерево, красивые листья. Это хвойное реликтовое растение. Это вот его листики, это видоизмененные хвоинки. Так спеют наши финики. Унаби. Вот такие вот. Очень вкусные. И здесь моя пироканта. Вот уговариваю мужа сделать в этом сезоне уже шпалеру. И буду ее растягивать, формировать ее на шпалере. Барбарис отсюда буду отсаживать. Потому что, видите, веточки длинные такие, она прямо просится на шпалеру. И буду вот эту всю стенку оставлять для этой пироканточки. Бесподобно красивые ягодки. А вот смотрите, как порозовела хорошо ванила фрайс. Поздно уже, октябрь месяц. Многострадалица моя тут горела у меня. Но ярко-ярко розовая сейчас. А вот вам в прошлый раз показывала позднее цветение. И вот потихонечку начинает сумах становиться ярким таким. Видите, какая красота. Ну, у нас, кстати, очень тепло, комфортно. Вот какого ярко-красного цвета целозия стала. Вот частично уже некоторые веточки с гибискуса своего большого болотного срезала.
Вот видите, какая красота. Здесь тоже целозии, и они такие ярко-бордовые. Красота, красота. Канны, вот мой бамбук. Кустик такой. Друзья, инжир так и не поспел всеми стараниями. Но если долго будет, конечно, бабье лето, но все равно я уже разуверилась, это мелкий. Когда он начинает спеть, он прямо сразу увеличивается такой в размере. Так что в этом году мы без инжира. Вот группа, которую показывала вам. Осока великолепно, быстро очень отреагировала на пересадку и вот начала выгонять новые. Видите, сколько новых листиков? Прямо все ей хорошо и подходит. Вот сюда подсадила овсяницу, которую в степи выкопала, дикое степное растение. Ну, красиво, смотрите, какая, молодец. Пинисетум. Ну, конечно, злаки всегда при пересадочке так стрессуют. Ну, ничего. Главное, корни живые. Мискантус прекрасно себя чувствует, такие темно-зеленые, он прям хорошо отреагировал. Туя моя. Сюда я ирисы подсаживала, чтобы весной было красиво. Вот зверобой тоже начал желтеть. И вот так сейчас выглядит кариоптерис. Но нормально отреагировал на пересадку, хотя он как с открытой корневой шел. Но ничего, видите, мощное растение. Здесь он на открытом солнце, он стал прямо ярко-желтый. Смотрите, как астра цветет. Сентябрики у нас называют, сентябринки. Пчел рой. С сосной с крымской она у меня тут растет. Ну, друзья, наконец-то сумах начал краснеть. Это его прямо осень, его звездный час в саду. Невероятно красивый. Это только начало. Сейчас в течение пару дней он станет вообще нарядный красавец такой. Красивое дерево, очень-очень-очень. А вот здесь березка моя карликовая. Такая красавица, тоже стала желтенькая. Под сумахом. Пузыреплодники мои. Будлея, кстати, перенесла пересадку нормально. А вот жимолость. Видите, какая нарядная. Красивый кустик, если ищете невысокий, можно сказать, почвопокровный кустик, то жимолость будет очень нарядно смотреться. Здесь мой карликовый пузыреплодничек с микро-микролистиком Little Devil. Выращиваем его, только подсадила. Вот здесь у меня пинисетум. Притеняет мне, тут у него такая функция, он притеняет акракону. Потому что она молодая, она у меня подгорала. Ну вот что-то он еще у меня не думает цвести. В отличие от своего собрата, который цветет уже ой как долго. И здесь пузыреплодник Little Angel. Будет тоже такой небольшой кустик. Все это будет с сумахом очень красиво смотреться. Здесь у меня можжевельничек тамарисцифолия. Он будет такой холмик под сумахом, красиво. Подбираю для себя растения, которые будут не такие уходные, будут мне мульчировать здесь землю, смотреться достойно и не очень хлопотно. А вот как красиво смотрится инжир вообще в принципе, да? Смотрите, какой лист. Красиво. Астра продолжает цвести.
тут. Тьма. А здесь синенькая. Вот уж растения вообще безуходные. Ивушка моя Хакура Нишики. Здесь Будлея. Сзади Тамарикс. Здесь продолжаю, добавила светлого цвета чистец византийский, плосковеточник. Продолжают цвести розы кардана. Холодно, роза яркая. Бутоны. У нас розы даже в декабре цветут. Ромашечки. Невяник. Так, и в эту же зону вон подсадила дерен. Свой гаочаути желтым листом. Здесь желтая у меня Будлея. Берег еще у нас мало оформлен. Вот сюда подсадила сливу с красным листом. Весной будем определять, что это у нас будет цистена или нигра. И вот еще один мой красавец мискантус. Он уже по росту сумах догоняет. Видите, сколько метелок. Я его связываю. Здесь такая колонна такая у меня. Ну, красивый. На берегу красиво вообще злаки смотрятся. Вот он, второй мой кустик. Тоже метелки, метелки. Березочка. Юнги начинают желтеть листики. Здесь скоро тоже расцветут у меня хризантемы. Покажу вам тоже желтая, тоже крупная. Смотрите, какие бутоны. Крупные бутоны. И вот хочу вам показать. Вот если вы покупаете и сажаете березу, первые годы у нее ствол не белый, обычный, а ствол начинает только на 7-й год. И вот у меня сейчас, в этом году, начался процесс вот побеления ствола. Видите, как интересно? Вот это разлопывается старая, а снизу ярко-ярко белая. Так красиво. Очень красиво ствол утолстился на ней. Покупала, когда был тоненький-тоненький. Мне предлагали поднять ей крону. Но я не знаю, я, честно говоря, не очень хочу. Ну пусть она будет таким вот кустом, вот как-то так расти. Пока я не решилась. Думаю, поднять я успею. Вот мне просто так нравится. Видите, какой изгиб у ветки интересный. Очень красиво. Буду ее формировать. Здесь под ней у меня кустик самшита. И река. У нас здесь стоит качеля. Давно она стоит. И не нравится она мне уже внешне. Но не могу, вот она. Так давно уже в нашей семье и бабушка моя на ней еще каталась, и дедушка, и она для меня уже как память. И не поднимается рука ее убрать. Так что, друзья, прощаюсь с вами на этом. Спасибо всем за прогулку и до встречи в саду.